Приветствую. Вы слушаете Антона Кузнецова и смотрите YouTube канал Видоврата. И как обычно, наши выпуски основаны на вопросах, предложениях, пожеланиях наших подписчиков. И один из наших зрителей, а может быть одна из наших зрительниц, посмотрев наш прогноз для всех людей, для всех стран, глобальный прогноз Самхита Джотиша на наступивший, пришедший 2026 год, спросила нас, это для всех стран или для какой-то конкретной страны. Поскольку это был Самхита Джотиш, это был прогноз в целом для человечества, для всех стран. И нас попросили сделать прогноз для одной страны, для страны Литва. И лучше всего такие прогнозы делать на основании Врита Кундали, то есть карта рождения страны. Или еще можно назвать Прашна Кундали, карта события, когда государство, как мы его знаем, сформировалось, оформилось и о себе заявило. Для государства Литва есть дата и время. Это 11 марта 1990 года, город Вильнюс, столица Литвы, и время 22:44, когда был подписан акт о восстановлении независимости литовского государства. Или очень закон о независимости государства Литва. И тогда мы можем делать интерпретацию карты рождения государства в той форме, которая она есть сейчас, потому что она рождалась и в начале 20 века, и рождалась как Великое княжество Литовское. Но то были различные аспекты, да, перерождения, да, то есть предыдущие жизни, предыдущие инкарнации. Текущее государство живет отдельно своей родившейся новой жизнью с 11 марта 90 года. И задача дать прогноз для одного государства Литва на 26 год. И самое простое, но эффективное, да, это использовать Граха Даши в системе Вимшоттера. Поэтому мы возьмем, посмотрим, какие будут там Махадаши, то есть большие периоды, Антардаши, то есть подпериоды в 26 году. И в контексте этих Граха-даш, как периодов жизни государства, есть два интервала в 26 году. Первый интервал, он начался еще в мае 2005 года, то есть полгода назад, и закончился 8 апреля 2026 года. Это Антардаша Раху Сурья, то есть в Махадаша Раху до апреля 26 года идет Антардаша Сурьи. И важно, что где находится Сурья, в какой бхаве, но не в карте рождения в целом, потому что мы смотрим Даши, да, периоды жизни государства, а от Дашапати, от правителя Махадаши. И это Раху. От Раху Сурья во второй бхаве, причем Сурья в Кумбхе. Значит, основное влияние дает Граха и Бхава. Граха, Сурья, дает свои сущностные качества. То есть, поскольку Сурья это сила источника, в контексте страны это как бы центр государства, столица, власть и государственная ответственность, тогда это время потребует применения, проявления качеств Грахи Сурья. То есть политика должна быть осознанной, по большому счету, на основании ответственности и осознанности, следования высшим принципам. Вторая бхава – это ресурсы в целом для человека, и для него это может быть там благосостояние, ценности, финансы и так далее. То же самое – это ресурсы государства и их накопление. То есть вторая бхава в контексте государства отвечает за накопление ресурсов, за материальные ценности, благосостояние государства и за поддержание существования. То есть это продовольствие, топливо, энергетические ресурсы, природные ресурсы и так далее.
И это еще есть такое понятие, как казна. Да? Это финансовый ресурс или ликвидный ресурс. Вот. Сурья во второй бхаве в кумбхе, это означает, что в государстве увеличится приток ресурсов, например, финансовых, но он будет небольшим, как бы избирательным, осознанным. И при этом будет больше расходов, чем обычно, да? И не для там, улучшения благосостояния, да? Не по желанию, да, а по принципиальной необходимости, по осознанной необходимости, лучше так сказать. Кроме того, есть негативный аспект Сурьи в кумбхе, тогда будет ощущение недостатка ресурсов, которое вызвано конфликтами, внутригосударственными спорами, там, как сказать, не война, а внутренние конфликты, допустим, борьба между партиями или между какими-то центрами управления, как противовесами и структурами. Вот. Но кроме того, кумбха дает возможность найти договоренности, то есть договориться так, чтобы всем было максимально взаимно выгодно. Поэтому, чтобы избежать конфликтов, нужно искать взаимовыгодные решения. Ну и в целом для Сурьи это шатру Раши, то есть место, где он чувствует себя враждебно, поэтому будет напряжение в сфере ресурсов, то есть в финансовой системе и в контексте энергетических, финансовых и природных ресурсов. Вот, поэтому правительство, там король, президент, да, кто там, премьер-министр, то есть власть в целом, как Сурья, им придется заниматься вопросами жизнеобеспечения, что им не очень свойственно. Рекомендации. Строгий, жесткий контроль над всеми ресурсами, в том числе финансовыми, быть готовым к неожиданным расходам и в конфликтах, спорах в распределении ресурсов. Например, там, как называется, в согласовании бюджета, да, или принятия его. Вот. На что опираться, за что держаться? За качество Сурьи, то есть ответственность и осознанность. Можно сказать, экономия ресурсов, но это, больше сказать, осознанное, сдержанное их применение. Второй интервал с 8 апреля меняется Антардаша Сурьи на Чандры. Это уже будет вторая часть года с 8 апреля 2026 по октябрь 27. Это большая часть года. Вот. Антардаша Раху Чандра. То есть в Махадаша Раху, Антардаша Чандры. И отправителя Даши, Чандра находится в 9 бхаве, причем в Канье. Значит, Чандра в целом и для человека, и для государства это восприятие, воспринимающий ум, который называют манасом, природа, окружение. В контексте человека это может быть природность или его взаимодействие с внешним окружением, да, с Вселенной, мирозданием. Вот. В контексте государства это окружение как общество, то есть население, публика, народ и так далее. Вот. И поскольку это материнство, то для государства это социальные службы, защита матерей, материнства, питание, социальная деятельность, да, социальная забота. Вот. Кроме того, Чандра, она переменчива, изменчива, да, как волны. Вот. Поэтому это еще граха нестабильности. Скажем, если у человека это психическая или эмоциональная нестабильность, то в государстве это социальная, общественная нестабильность, как бы волны, да, качели. 9 бхава от Раху – это дхарма бхава, то есть понятно, что это для человека, не будем перечислять. Для государства это закон и законность, предназначение как функция государства, его функциональность. Вот. Государственная стратегия, общественное благо, защита законов и правопорядка и традиций, и
судебная система, система образования. Чандра в 9-й бхаве и в Канье. Это, скорее всего, благоприятное положение. Указывает как бы естественный успех, который часто называют удачей. На самом деле это следование принципам и законам, закономерная удача, да? Благополучие, да, социальное, общественное, вот, и внимание к законам, то есть к юстиции, к адвокатуре, к судам, к поддержанию, да, порядков и традиций. Кани Раши дает свои влияния, это, ну, как бы упорядочивание и организация, вот, в том числе это сфера коммуникации и информации, ну, анализ, синтез, точные методы, как еще назовем, ну, системный подход, так можно назвать. Кроме того, есть два указания на влияние чего-то иного. Во-первых, Чандра в самой карте в 12-й бхаве, а во-вторых, это Махадаш Раху, поэтому есть влияние, указание на влияние иных сфер, иных сил, того, что находится за границей, за рубежом. То есть это указывает, ну, на важность внешнего влияния, иностранного влияния на государство. Это может быть положительное, как помощь из-за рубежа. Вот. Это может быть и негативное, как вот вынужденность ориентироваться на внешние ценности, на, ну, скажем, не чужие идеологии, а те, кто находится за рамками страны. То есть, ну, заграничные идеологии и ценности. Советы, рекомендации на вот эту второй интервал, на большую часть года с апреля 2026. Укреплять законность, усиливать судебную власть, да, как это называется, ну, юстицию, да, силу юстиции и судейства, вот, заниматься стратегическими вещами, то есть знать стратегию развития и действовать исходя из нее. Чандра, она как бы подразумевает естественность, природную мягкость, поэтому будет более эффективны, ну, мягкая сила, чем жесткие, строгие меры. По-хорошему будет лучше, чем по-плохому. Вот. Рекомендуется поддерживать природные ресурсы и как бы материнство. То есть матери – это женщины, которые, как сказать правильно, продолжают род в государственном смысле. То есть матери и материнство – это большая ценность государства, и тогда население растет, и оно становится более здоровым и счастливым. Вот. Чандра – это забота, заботливость, поэтому важна забота о людях, о населении, о гражданах и об обществе. Еще важна публичность, то есть открытость. Вот. И должен быть не только стратегический, но и системный подход. То есть применение информационных технологий, аналитики для следования стратегии государства и решения ее функциональных задач. Ну, в целом, год начинается с Раху Сурья, вот, опасны недостатки ресурсов и, так сказать, ну, финансовые или материальные проблемы. Но начиная с апреля фокус поменяется с необходимости политической воли или строгости на заботу и на публичную общественную деятельность. До апреля фокус на второй бхаве – это экономика, природные ресурсы, материальные ресурсы, а после апреля фокус меняется на 9-ю бхаву, и это уже стратегия, функциональность, законность, образование и подобные общественные ценности. В целом рекомендации не по интервалам, а на год.
Переход в апреле будет значительным, но перемен не надо бояться. Нужно беречь ресурсы, вот, знать стратегию развития. Вот, внешние, как назовем, влияние и воздействие нужно использовать позитивно для получения помощи и поддержки, искать партнерство, искать дипломатии и взаимодействие, интеграцию в международные структуры и системы. И если мы будем чувствовать необходимость изменений и правильно применять те ресурсы, которые есть, то испытания в целом, которые указаны 2026 годом, можно пережить гораздо мягче и эффективнее. На этом на сегодня все. Благодарю вас за понимание. Вы слушали Антона Кузнецова и смотрели канал Видоврата ТВ.